Май месяц. Мы постепенно разогреваемся перед контентом по Мундиалю в eFootball, но в то же время появляются первые слухи и некоторые подробности по предстоящему глобальному обновлению до eFootball 2027. Да, как и всегда, почвенные и беспочвенные слухи и рассуждения. Но как бы то ни было, они у нас присутствуют, поэтому в сегодняшнем ролике предлагаю обсудить их с вами поподробнее. Что нам ожидать от eFootball 2027, что появится на постоянку, а что должно претерпеть изменения. Обо всем этом и не только в сегодняшнем ролике. Чемпионат мира 26 года приближается, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Как и всегда, источником подобной информации выступает Ренан Гальвани, поэтому доверять ей или же нет остается только за вами. Как мне кажется, стоит принимать эту информацию во внимание, но в то же время прям 100% на нее не рассчитывать. Как говорится, 50 на 50. Но Ренан Гальвани заявляет, что в eFootball 2027 уже якобы должен состояться переход на Unreal Engine 5. В это верится с небольшим трудом, учитывая, что слухи и новости про возможный перекат на Unreal Engine 5 существуют уже далеко не первый год. Это было и в 23 году, и в 24, и в 25, и вот теперь уже в 26 году. Прям каких-то явных намеков, изменений в самой eFootball пока что не наблюдается, чтобы об этом рассуждать на полном серьезе. Тогда как следующий момент звучит уже поинтереснее, и касается он консолей уже прошлого поколения, а именно PlayStation 4 и Xbox One. По словам Гальвани, именно 27-я часть может стать последней для этих двух консолей, после чего Konami банально перестанут поддерживать игру на старых консолях. Тут, в принципе, не нужно прям обладать какими-то сверхсекретными источниками в Konami, чтобы прийти к этой мысли, потому что за последнее время появляется все больше слухов по отношению к консолям уже будущего поколения, даже скорее предстоящего поколения. И недалек тот час, когда консоли уже прошлого поколения, не нынешнего, а прошлого, и вовсе останутся в истории. Как это было там в случае со второй PlayStation, с третьей PlayStation, и вот уже недалек тот момент, когда то же самое произойдет и с PlayStation 4 и Xbox One. И в принципе я бы этому не удивился, учитывая, что за все время существования eFootball, как минимум на PlayStation 4, игра никогда не имела нормальной оптимизации. Если вы попробуете поиграть на PlayStation 4 в eFootball, вы просто ужаснетесь, какая там просадка FPS, какие там нестабильные анимации в главном меню игры, и это все действительно прям бьет по восприятию и, соответственно, по играбельности. И если у Konami будет возможность уже наконец-таки избавиться от консоли прошлого поколения, я думаю, они ею воспользуются. И на фоне этого также, по словам Гальвани, ожидаются графические улучшения для консолей. Ну, не только консолей, ПК тоже, но в целом. Тут также информацию стоит делить надвое, потому что слухи про потенциальное улучшение графики также фигурируют из одной части в другую, но на этот раз они подкреплены небольшим решением, которое приняли сами Konami, а именно на сегодняшний день, не знаю, как оно будет в будущем, но на сегодняшний день они отказались от потенциальной кроссплатформенности с мобильными устройствами, то есть PS5, Xbox Series X и ПК будут существовать отдельно от мобилки, поэтому нет нужды как-то вот занижать, ухудшать графику на этих старших платформах. Отсюда и есть предположение, что также нас ожидает и графическое улучшение.
Изменения в игровом процессе ожидаются в виде новых игровых механик. Ну, в принципе, оно, наверное, не удивительно, учитывая, что даже такая игра, как eFootball, из года в год старается представить как минимум одну новую механику. Те же самые линк-апы — явное тому подтверждение. Не то чтобы прям сильно необходимая игровая механика, но Konami, по сути, отчитываются перед инвесторами, в том числе и перед игроками, что вот смотрите, мы добавили игровую механику, а насколько она необходима, а насколько она вообще хоть как-либо влияет на игровой процесс, это вопрос уже вторые, третьи и четвертые. Ну и по словам блогера, также ожидается добавление больших возможностей в меню тактики. То есть, судя по всему, что-то может вернуться из того, что было в серии PES по части тактики, по части построения команды, установления задач перед футболистами и так далее. Потому что то, что мы имеем в eFootball в сравнении с PES-кой, ну это прям сильно урезанный вариант, который не дает прям каких-то тактических гибкостей. Хотелось бы в это верить, но опять же подтверждений этому никаких, поэтому просто принимаем во внимание и ждем развития событий. На примере главных тренеров, которые в 26-й части получили свои реальные модельки на бровках, мы также можем увидеть в 27-й части талисманы отдельно взятых команд. На самом деле Гальвани продвигает эту тему еще с 25-го года, и по его словам, изначально главные тренеры должны были появиться вместе с талисманами. То есть вот на бровке тренер, и где-то там бегает клубный талисман. Ну, очевидно, партнерских команд. Барселоны, Арсенала и так далее. Но по каким-то причинам талисманов в eFootball 2026 мы так и не увидели. Поэтому Гальвани продолжают гнуть линию с их возможным появлением только уже в рамках 27-й части. Ну и самое интересное, по словам Гальвани, Мастер-лига должна вернуться в eFootball уже не как временное событие, а как полноценный режим, который будет доступен на протяжении любого времени суток, дни, недели и так далее. В связи с чем режим должен претерпеть некоторые изменения, потому что одно дело это временный ивент, а другое дело это постоянный несменяемый режим. Но в таком случае я не совсем понимаю его потенциальную эффективность в плане прибыли для eFootball, потому что как временный ивент он заставлял людей тратить свои монеты, а возможно и деньги, чтобы за короткий срок быстро подняться в рейтинге. А если этот ивент станет полноценным режимом, без каких-то временных рамок, ограничений, то я думаю, что и желание у людей приобретать те же самые жизни для прохождения Мастер-лиги будет немногим меньше, чем вот это было вот при первом запуске в апреле. Поэтому тоже спорный вопрос, поэтому, как мне кажется, в этом плане Мастер-лига как-то должна, но чуть-чуть измениться. Но в глобальном плане это все равно не будет то же самое, что и в PES-ке, поэтому не стоит обольщаться.